Очень удивительное наблюдение, Fortnite уже более 8 лет, хотя мне раньше казалось, что игра долго не протянет. Если основная игра, то бишь PvE, ничем особо не завлекала и нововведения в геймплей тоже не давали игре краски, то эпики решили пойти вслед за трендом королевской битвы, введя абсолютно другой геймплей в отличие от PUBG. Я играла в эту игру ровно до 6-го сезона и как бы уже поняла, что дальше не стоит играть, ибо все эти новомодные оружия со всякими взрывами, сияниями, лазерами и прочее, я слишком стара просто для этого. Почему я так вдруг решила сделать видео о Fortnite? Мои подписчики отлично меня знают и почитают, и вы отлично понимаете, что я ярая фанатка фурейного фэндома, а это значит произведения или вещи, в которых есть частичка чего-то фурьёбского, уже дает мне дополнительную мотивацию ознакомиться с этим. Fortnite добавлял и раньше контент по фурям, но это было больше для разнообразия, а не для того, чтобы привлечь пушистую аудиторию. Теперь же все происходит наоборот. И эта игра снова заставила меня ее скачать, пофармить V-баксы и купить недавно нашумевший скин Spice. Ну, скин-то я купила. Круто, идеально, я бы даже сказала cool, но потом я удалил игру. Я знаю, что это тупо. Как бы то ни было, речь сегодня зайдет о фури скинах. Какие есть, какие красивые и какие мне больше всего нравятся, и вам тоже советую. Раз уж я заговорила об этой хэллоуинской кошечке, будет очень большим расточительством не заговорить о ее прекрасных формах. В первую очередь скин, хоть и не то чтобы оригинальный, но сам факт того, что это кошка с пышными наушниками на голову, и имеющая также грудь 3-го размера, уже говорит о ее изумительной внешности. Если вы играете в Fortnite и купите этот скин, то ваши глаза всегда будут пристально смотреть только за одним ее местом. Мелочь, но приятно. Не обойдем стороной и Meow Schools, которая очень понравилось, что пушистому комьюнити, что игрокам Fortnite, ибо этот скин, который выделяется своим классным неповторимым дизайном, ну и артиков на эту котеечку тоже попой жуй. Просто миленькая околопанк котеечка, но многим не особо нравится ее одежда и предпочитает смотреть скин без одежды. Есть версия этой котечки, но уже это будет мускулистый кот Meow Muscles, что не очень смотрится привлекательно и точно не хочется иметь его в своей коллекции, но артов по нему тоже предостаточно. Присутствует еще одна женская версия изначального скина, это Кейт Мяуди, которая тоже завирусилась. Как следует из ее внешнего вида, можно хорошо подчеркнуть набожность, немного глупенькости и очевидно милоту по ее фейсу. Да-да, я англичанка. Артов по ней, конечно, не так много, как Meow Schools, но сойдет, как по мне, прикольный скин. Вся эта линейка друг на друга похожих скинов мне не особо заходит, так что давайте пойдем дальше. Заприметила скин, который называется Raven Team Leader, ибо его тоже фурии аудитория встретила очень тепло. Милая мордашка, такие же сочные формы и немного пушистости. В принципе, это единственное, что можно выделить в этом скине. Очевидно, что по словам ранее, по этому персонажу очень много артов, и это неудивительно. Мне же скин также не заходит и не нахожу в нем что-то притягательное. Из этой же песни следует и Cuddles Team Leader, который, короче, скин просто говном. Он милый, но он ничем не затягивает, и это, пожалуй, наверное, самый наихудший скин, который будет в этом видео. Это просто розовая пандочка, на которую вдруг немалое количество фурей очень любит наяривать. Не советую. Леди Пудлина. Один из нерелизнутых скинов Fortnite, который из себя представляет антропоморфного пуделя самку с розовым комбинезончиком. Но не до конца понятно, является ли этот скин правдой, поскольку на фотоже видно, что недоделан. Но интернет уже по ней сохнет, и мне кажется, что если этот скин и вправду выйдет в релиз, то он точно заимеет много ярых фанатов, и если не фури, то пуделей. Highwire. Скин, который, вы сами видите, что это человек, но есть один очень интересный стиль скина, который превращает эту девушку в фурию-волчицу и смотрится на самом деле бесподобной. Я так считаю, причем не одна. Она хоть и не имеет каких-то бесподобных форм, но она по-своему круто выглядит. Такое мне нравится. Kimiko Five Tails, сделанный по подобию японщины с 5 хвостами. У нее все как бы норм, но форм никаких нет, а лицо у нее такое, как будто бы ей втащили минимум 2 раза, причем двоечкой. Так что этот скин смело отпадает, но артов на нее в ешке тоже хватает. Знакомьтесь, Церберус. С этим скином я познакомился только на момент создания видео и должна признать, что скин очень клевый, брутально выглядит, даже как-то захотел снова скачать Fortnite, обладает прикольным дизайном, все у него везде горит, да и вариации скина тоже очень хороши. И чтобы скин был еще лучше, фанаты животного творчества решили сделать из него девушку. Да-да, вы не ослышались. Большинство артов по этому скину художники рисуют его женщины и получается очень годно. Так что артов, как обычно, дофига и больше. Вечерком перед сном вам будет чем заняться. Камил. Девушка, которая тоже обладает версией мышки и, достаточно прикольный скин, и больше мне подчеркнуть тупо нечего. Арты на этот скин тоже рисует, хоть и не так активно.
Линкс. Кошечка или же девушка, у которой есть броня в форме кошечки, да хвостик тоже присутствует. Этот скин есть в моей коллекции, она сасная, прикольная, но она слишком однотипная, что ли. Ей чего-то вот не хватает, я не знаю чего. Это один из первых фури скинов, и даже с прошедшим временем она так и не заимела вокруг себя какую-то популярность. Артов кот наплакал. Так что вот такие вот пироги с котятами. Теперь же закончим интересными скинами, но уже мужчинами, ибо девушек еще при этом в фури оказалось очень мало. А если они и есть, то они еще хуже тех, о которых я рассказывала. В первую очередь расскажу о своем любимом скине, который я тоже заимела в свою коллекцию. Это, естественно, мой любимый Феникс, на который люди нарисовали прилично так артов. Это лесик, одетый в около военное обмундирование, и все сам по себе настолько минималистичный, что меня хватает за душу. Да и лесов я, в общем-то, очень люблю. Для меня Феникс это номер один. Позже следует не менее популярный Вендел, он по-своему хорош, но меня бесит его физиономия. Она не особо привлекательная, а в остальном скин вполне годный. Следующий на очереди это Тигр Оскар. Весь из себя такой мужественный, накачанный и имеет интересные вариации. Артов по нему тоже очень много, и чем больше я затрагиваю мужские скины, тем больше убеждаюсь, что женщин любят меньше, чем мужчин. Всеми известный популярный большой медведь Polar Patroller, который очень часто встречается в фури мемах, да и артов по нему тоже немало. Таких здоровяков не особо люблю, но отлично понимаю ценителей подобного рода персонажей. Без волков у нас никак не обойдется, прошу любить и жаловать. Дайр. Оборотень, разумеется, он антропоморфный волк, и разумеется с ним успели нарисовать много артов, и у меня он тоже есть в коллекции. Кот Азуки с японским нарративом и имеет очень много разных расцветок. Как по мне, он не очень. Как хороший скин, да, а вот как привлекательный, ну, нет. Еще один волчара Ликан, который выглядит получше прошлого, но он появился совсем недавно и пока о нем мало кто знает. Еще до выхода скин Spice заимела очень большой набор мемов и затмила Ликана. Так-то это секси красный волк, не больше. Нянджа, тоже скин, который мало чем выделяется, ибо его дизайн настолько вырвигласный, что его не особо хочется иметь в своей коллекции. А закончу я, ребята, скином чешуйчатый рептилий гибрид. Тоже вполне сасный скин, но он очень хорошо раскрывается в артах. Есть еще и версия с крутыми доспехами разной расцветки. Это очень классно смотрится. Если это видео заимеет хоть какую-то поддержку со стороны ваших лап, то я готова запилить еще одну часть на разбор других подобных фури скинов. И единственной целью этого видео было только показать вам эти скины и то, что они мне очень нравятся. К сожалению, в Fortnite я играть не буду, но как и с Overwatch, лишний раз на интересные ресурсы из-за игры, я думаю, стоит зайти. Не забывайте, что у меня есть Boosty, ТГК, Discord, да и простые кнопки с лайком и подпиской тоже не забудьте. На этом все.